Всем привет, друзья! Начну с прикольной новости. На моем канале 1000 подписчиков, что не может не радовать. Для меня это большая цифра и стимул к развитию. Давайте продолжать в том же духе. Сегодня тема видео – это крепостное право. Все знают, когда его отменили, но мало кто знает, как оно возникло. Крепостное право выражается в зависимости крестьян от административной и судейской власти помещика. Единого мнения о дате появления крепостного права на Руси среди историков нет. Одни считают, что эта система начала зарождаться в XI веке, другие утверждают, что начало крепостного права было положено лишь после возвышения Москвы в XV веке. Предпосылки для развития крепостного права возникли с первых веков истории Руси. Во-первых, на огромной территории не хватало рабочих рук. Мужчины гибли в войнах, целые деревни вымирали от инфекций, а голод и нищета лишь усугубляли ситуацию. Во-вторых, высшие сословия должны были отдавать часть доходов в пользу казны. Если работников не хватало, значит и доходы падали. Все это требовало привлечения новых жителей, а их попросту не было. В Киевской и Новгородской земле несвободные крестьяне подразделялись на 3 категории – смерды, закупы и холопы. Смерды – это свободные общинники-земледельцы с мерной долей земли, воины и пахари в одном лице. Они могли иметь семью и детей, но свобода их была ограничена сельской общиной, в которой они состояли, а земля была собственностью князя. Закупы. В древнерусском государстве свободные смерды, заключившие с феодалом особый договор – ряд, становились рядовичами. Если рядович брал взаймы суду, то на период отработки долга он селился на земле феодала и становился закупом. Холопство – это уже форма рабства. По правовому положению холопы приближались к рабам, но здесь следует различать холопа с челядином. Холоп – раб из местного населения, челядин – раб, захваченный в результате похода на соседские племена, общины или государства, то есть челядин – раб-чужеземец. По сравнению с челядином холоп имел несравненно больше прав и поблажек. В Древней Руси большая часть земель принадлежала крестьянам, боярам и монастырям. С усилением власти служилые люди награждались обширными поместьями. Сидевшие на этих землях крестьяне были лично свободными людьми и заключали с помещиками арендные договоры под названием «порядные». Постепенно зависимость крестьян от помещиков росла. В 1497 году был введен один день в году, когда крепостной мог сменить помещика – Юрьев день. В 1581 году по указу Федора Иоанновича Юрьев день был заменен на заповедные лета. Это срок, в течение которого в некоторых районах русского государства запрещался крестьянский выход в осенний Юрьев день. Это событие вызывает ярые споры. Сторонники утверждают, что документ способствовал прекращению беспорядочной текучки рабочей силы. Противники настаивают на том, что подлинник указа найден не был, а часть крестьян к тому времени и так превратилась в рабов. К концу XVI века положение крепостных стало быстро ухудшаться. Помещики стали продавать и покупать крепостных, женить и выдавать замуж по своему произволу. Получили право суда и наказания. Дальнейшее закрепощение было вызвано естественными причинами. Крестьяне все же находили возможности вырваться из общин, преодолев влияние патриархальной семьи. Кто-то уходил на новые еще не занятые земли, благо таковые еще попадались. Кто-то посвящал себя карьере разбойника. От этого в русских землях росла преступность и общая неразбериха, а производство в общине, наоборот, падало. Поэтому крестьянин был окончательно лишен всех прав. Общинник уже не мог выйти из общины, если только на кладбище. Были ужесточены меры наказания за побег. Подведем итог. Единого указа по введению крепостного права не было. Этот процесс длился десятилетиями. Мелкие крестьяне беднели и, следовательно, нуждались в источниках дохода. Они нанимались к феодалам и, не имея возможности откупиться, постепенно входили в зависимость. Окончательно крестьян закрепостили при Алексее Михайловиче, когда был введен бессрочный сыск беглых.